Привет, это Навальный, и у меня есть волшебные 328 рублей, которые лучше любого политика, экономиста и политолога объяснят нам, почему путинская система власти не работает и работать не будет, и ориентирована она только на бесконечное воровство. Смотрите, в прошедшую субботу состоялся первый матч на стадионе «Зенит-Арена». Это самый дорогой стадион в мире, и он обошелся нам в 48 миллиардов рублей. Причем чиновники говорят примерно 43. И что его точную цену никто не знает, но мы сделали очень простую вещь. Просто сложили все госконтракты и получили ту самую цифру 48 с лишним миллиардов рублей. И это самый минимум, сколько на самом деле стоит «Зенит-Арена». Таким образом, если поделить эту сумму на количество граждан России, то выясняется, что каждый из нас, включая глубоких стариков и малолетних детей, заплатил за стадион вот точно такие же 328 рублей. И нам как бы сказали, чтобы мы не жалели своих денег, потому что тут вопрос престижа и гордости России. Мы вообще-то должны были получить стадион-сказку. Лучший в мире, в идеальном состоянии. И ведь Путин лично курировал этот проект, совещания проводил, отчитывался перед ФИФА. Без малейших вопросов он выделял столько денег, сколько просили. Вспомним, в 2007 году, когда только начали строить этот стадион, его стоимость оценивалась в 6,7 миллиарда рублей. Потом в 2009 году уже 23,7 миллиардов рублей. В итоге мы вбухали 48 миллиардов. И что за это получили? За неделю до открытия главный тренер «Зенита» Мирча Луческу сказал, что поле не годится даже для тренировок. Потом генеральный директор «Зенита» сказал, что там не функционирует механизм, который позволяет полю выезжать и уезжать после матча, причем работать это не будет вплоть до завершения чемпионата мира в 2018 году. А уезжающее поле, между прочим, было главной гордостью «Зенит-Арены». Таких стадионов в мире всего 5, и мы хотели иметь один из них, верно? По оценке директора «Зенита», для нормального проведения футбольных матчей в стадион придется вложить еще 5,5 миллиардов рублей. То есть цена вырастет, и вырастет минимум до 53,5 миллиардов рублей. Дальше. Уже во время матча все с удивлением обнаружили, что в подтрибунном помещении протекает крыша, и работники стадиона должны бегать с ведрами, чтобы собирать в них воду, прямо точно так же, как это делают хозяева очень каких-то старых дач. Но только это ведь не дача, а стадион за 48 миллиардов рублей. Потом выяснилось, что раздвижная крыша над стадионом тоже сломана и тоже протекает. Поэтому на первом матче, на самом дорогом стадионе в мире, мы все просто с ужасом наблюдали каких-то чуваков с кусками полиэтилена, которые карабкались по крыше и закрывали дырки, чтобы вода не лилась на поле и на игроков. С газоном вообще вышла фантастическая история. Его куски начали вылетать еще во время разминки. Поэтому футболисты и тренеры своими ножками затаптывали вот эти торчащие куски травы. Но все равно это не помогло, и мы наблюдали, как куски газона вылетали из-под ног футболистов прямо во время матча. Фотографии же участков поля у углового флажка вообще моментально стали хитом интернета, потому что там обнаружились вставки искусственной травы. Стадион за 48 миллиардов. Давайте честно скажем, что мы с вами все довольно ясно понимаем, почему самый дорогой стадион в мире оказался таким плохим. Да потому что из 48 миллиардов не меньше 30 просто украли. Нагло украли на глазах у всей страны. Вот только мы в Фонде борьбы с коррупцией написали кучу жалоб на совершенно непрозрачные и очень коррупционные способы, которыми раздавались подряды на строительство. И чего? И ничего не произошло. Я к чему это все говорю? Это же, как я уже сказал, личный проект Путина. Реализовывали его ближайшие питерские друзья и соратники. Губернатор со стройки не вылезал. СМИ постоянно освещали ход этой стройки. Это был один из самых важных строительных проектов Российской Федерации. И все равно деньги разворовали, а крышу нужно затягивать полиэтиленом. Вот и подумайте сами. Если это пример того, какой результат, наилучший результат может получить путинская власть, напрягая все свои усилия, то разве можем мы от них ожидать чего-то в действительности сложных проектах? Это же стадион, в конце концов, а не большой адронный коллайдер. Стадионы успешно строят по всему миру, здесь нет ничего такого уж суперсложного. И провал со стадионом красноречиво объясняет нам, что, конечно, с этой властью в России никогда не появится
мирового уровня IT, нанотехнологии, биотехнологии, я не знаю, скоростные поезда, развитое авиастроение и так далее. Ну, то есть не будет ничего такого из достижений цивилизации, которыми сейчас наслаждается развитый мир. Не будет этого в России. Наверное, мы, конечно, сможем что-нибудь закупать, но производить сами никогда. А какое производство, если они вот с каждого из нас содрали 328 рублей и тупо украли большую часть этих денег? И ведь они это уже делают 17 лет. Это их, по сути, единственная квалификация – воровать и разваливать. Ну вот эксперимент. Попробуйте прямо сейчас сами себе назвать 3 крупных передовых производства, которые запустили в России в последние годы и которыми мы можем гордиться на международном уровне. Это будет непростое упражнение. Вот сейчас все, что вам пришло в голову и что вы хотите сказать, типа «космос», но оно же досталось нам со времен СССР, а за путинские годы ничего нет. Ну только вот дворцы чиновников, ими можем похвастаться, они у нас действительно самые большие. Поэтому с этой властью нужно бороться не только из-за того, что она все разворовывает, но и потому, что она сделать ничего нормально не может. У нее кривенькие ручки. До тех пор, пока эти люди сидят в Кремле, перспектив развития у России, к сожалению, нет. И эту ситуацию надо менять. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.